Приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец, мои дорогие оптимисты и солнечные люди. Таро прогноз. Февраль-март 2025 года. Поворот судьбы, момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем, к чему все идет. И правда, планетарные транзиты складывают для нас такую картину, нам может показаться или мы можем прочувствовать, столкнувшись с той или иной информацией, обстановкой, что мир вокруг нас меняется или словно пространство уплотняется. Может быть такая ситуация, когда мы в состоянии выбора находимся. И сделать этот выбор достаточно непросто. Но, наверное, осознание, что мы живем в моменте здесь и сейчас, это приходит. Потому что, может быть, даже планетарно связан этот период где-то на переходе февраля и марта, что мы узнаем либо какую-то тайну, или когда мы, словно шли куда-то, или жили себе спокойно, а тут мы видим, что, правда, мир за это время как-то быстро изменился, и нам приходится адаптироваться. И, скорее всего, нам придется принять какую-то ситуацию, а в последующем организовать себя как-то по-новому. Помним, конечно, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала, которая в наших руках. Вот давайте узнаем, какая карта вам выпадет. У нас сегодня две колоды. Первая – это 78 дверей, колода метафорических карт. И принципиальное значение имеют двери. Но эта колода нам обрисует ту ситуацию, которая вокруг вас, мир внешний, а колода Таро раскроет мир внутренний. Давайте посмотрим. Принципиальное значение двери – открыты, закрыты или каков ключ. Первые три карты мы достанем на февраль. Посмотрим. Энергия февраля. Как видят карты. Останемся, конечно, реалистами, потому что любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, энергия февраля. Энергии марта. Что идет в вашу жизнь. И далее момент перехода или к чему все идет. Соединим значения февраля и марта. Какие события могут ожидать, какие энергии. Следующая карта у нас будет называться «От чего вы либо откажетесь, либо что уходит из вашей жизни». Или, если не уходит, то вам придется видоизменять, трансформировать. В чем ваша сила? Или какие энергии вам буквально помогают? И что будет дальше? Давайте будем узнавать. Итак, февраль, хоть он уже и начался, и здесь будет у каждого по-своему. Какая-то затянувшаяся ситуация, хотя в этой колоде, обратите внимание, повешенный. Сам себя человек поместил в куб. Никто его туда не помещал. И карта нам говорит, что ты будь аккуратен, потому что какое-то ожидание не должно затянуться сверх меры. За вами наблюдают. Вот, кстати, да, посмотрите. Внимательно человек наблюдает. Но, может быть, и вы, как словно какой-то фокус мы хотим показать. Или кому-то что-то доказать. Вот такие энергии, они могут присутствовать. Либо сама по себе ситуация требует вашего включения. То есть какое-то ожидание или пауза не должна длиться вечно. Иначе как бы вот вовремя нужно выйти из какой-то игры. Может быть, эта игра где-то связана с тем, что это ваша личная игра. Это вы хотите, может быть, кому-то доказать или что-то продемонстрировать. Или вы поставили перед собой какие-либо задачи по части вашего труда, работы. Или это будет связано с личным творчеством, вашим хобби. Что-то вы хотите осуществить. Но есть еще и тот человек, который словно так вас подначивать может. Не случайно же нам карта демонстрирует, за тобой наблюдает. И кто бы тут как бы не наблюдал, нужно выйти красиво из какой-то ситуации, которая может длиться сверх должного времени. Давайте посмотрим, что же нам следующая карта. Тут самое главное понять, что и зачем, и как мы будем действовать. Паж кубков. Нам показан человек, который идет с какой-то рогатиной, хоть и говорят, это лоза, ищет воду. Ну, согласитесь, в наше время, а эта колода молодая, она достаточно недавно появилась. В наше время 1001 способ, как найти эту воду, ну, так, более достоверно. И буквально уже поставить мотор и пользоваться этой водой. Но нет, больше карты нам передают того человеку, который бредет сам не знает куда. Или
Он идет, и не вполне он сам уверен, найдет он это или не найдет. Вам нужно с чем-то определиться. Но у нас паш кубков, и у кого-то это могут быть как отношения личные. К чему они длятся? Может быть, какая-то пауза. И не да, и не нет. Может быть, это и вы, словно в подвешенной ситуации, мои дорогие стрельцы. Я, конечно, допускаю, что кто-то из вас тоже отношения мог поставить сам на паузу. Но все же может проигрываться и так, что если действительно так присутствует в вашей жизни, что вам что-то пообещали, например, да? Или есть какие-то отношения, ну, у кого-то может и любовный треугольник, какая-то ситуация выбора. И тогда пора выныривать самому себе, ну, определиться, хочу я быть с этим человеком или нет. И вообще, какова перспектива наших отношений. Вот банально у кого-то может так проигрываться. Или подобная ситуация на работе. К чему это все идет? Ну, хорошо, за мной наблюдают, может быть, где-то даже мной руководство и довольно. А вот доволен ли я? То есть вы, мои дорогие стрельцы, наверное, февраль месяц, самое время задать себе самим такие вопросы. И как будто нужно действительно какую-то реальность увидеть совершенно по-иному. Обратите внимание, карта пятерка кубков. И не крупная тоже карта. Есть разочарование по какому-то вопросу. Может быть, это вы где-то закрываетесь вот так. Никого не хочу ни слышать, ни видеть. Но тогда тоже какое-то небытие или какое-то ограничение ваших контактов не должны длиться вечно. У кого-то могут проиграться, меня смотрят люди из разных стран, когда настало время принимать важные решения. И вот как раз по пятерке кубков нам и говорят, да уже хватит переживать или надеяться, может быть, кстати, или вот чтобы эта пауза продолжалась как-то слишком долго. Я вижу в течение февраля, может быть, это как новость какая-то приходит, или внешние события действительно будут развиваться таким образом, подталкивая вас этот самый выбор сделать. И нам показана девушка на втором этаже, а на первом этаже словно горят двери. И она зовет на помощь, а в округе никого. Нужно надеяться самой на себя. А языки пламени, тем не менее, приближаются ко второму этажу. И если мы вот так беспристрастно, без эмоций смотрим на эту карту, мы понимаем, да прыгай, и все. Ну да, так может высоковато, но не безнадежно высоко. Ну, может быть, ты там бы какие-то шишки набила или синяки, но ты же спаслась. То есть вот какое-то действие, которое вы сами от себя не ожидаете. Или от вас тоже это не ожидают. Но нужно принять именно это решение. Нас может сковывать где-то как и страх, так и сомнения, потому что мы так не поступали. В нашем опыте это не отложилось. А сознание – великий шаблон. Он построен именно на алгоритме, или на шаблоне, или на какой-то привычке. И вот буквально сознание нас останавливает от чего-то. А тем не менее, ну, условно, прыжок в будущее вам нужно сделать. Давайте я раскрою на второй колоде, с чем это может быть связано или что вы можете чувствовать. С чем это зависшая ситуация. Хотя я могу предположить, вы люди решительные, вполне вероятно, вы сами где-то ощущаете. Вот что-то до чертиков надоело, наверное, какой-то таркан повешенный. Но когда вот выныривать, да, или как закончить вот эту паузу, кто-то может не видеть. И где-то словно блуждать в потемках, ориентироваться, искать этот выход. Но тогда я скажу, что вы его найдете. И он будет отличаться несколько от того, что вам привычно. Да, тут что-то новое, буквально на пороге у вас. И, скорее всего, вы уже знаете, чем вы хотите заниматься, куда вы хотите идти, что вы хотите продолжать, а чего вы не хотите, мои дорогие. Вот оттолкнитесь от того, чего вы не хотите. И тогда какая-то палитра ваших действий, она будет четче прорисовываться для вас. Опыт предыдущий, несомненно, играет большую роль. Потому что, с одной стороны, этот опыт где-то может останавливать, но все же, когда мы идем по ровной местности, он нам помогает. У кого-то буквально, может быть, вы ищете работу, вас прежняя не устраивает по разным причинам. Тогда у вас есть возможность найти новую. Или, может быть, если вы долго ищете и не находите, тогда карта будет говорить, а ты рассмотри, может быть, к примеру, вы бухгалтер, ну вот я первый пример приведу. И, может быть, вы считали, там вот бухгалтерия состоит из разных направлений. Вы считали, предположим, зарплату тем работникам, которые работают в просвещении, да, и вы уже знаете, какой-то алгоритм уже сложился, и вы ищете именно ту работу, которая похожа где-то на вашу предыдущую,
А нам говорят, а ты в строительстве, например, подыщи. Или попробуй там в здравоохранении. Ну, вот в какой-то другой сфере переложить ваш прежний опыт. И тогда вы найдете эту работу. Вот конкретно карта может говорить об этом. Потому что всегда принцесса – это новое начинание. Что-то мы должны вне шаблона сделать. И тут будет по-разному. У кого-то это будет работа, у кого-то будут отношения. Февраль вас как будто к этому призывает. И если это отношения, у кого-то могут быть продолжения отношений, например, с теми людьми, которых вы знали очень хорошо и много лет назад. Это были друзья, может быть, было какое-то более тесное общение, но на какой-то период вы как потеряли друг друга, а здесь это может возобновиться. Именно в этой колоде карт важны цвета. Колода сама состоит вся из символов, но и цвета имеют большое значение. Обратите внимание, двое детей, белые волосы, белый цвет, символ невинности, искренности. Есть какая-то история, когда к человеку к вам относится искренне. А если вы один или одна, тогда самое время в феврале подумать, ну и когда же это я буду выныривать? Уже все уже времена вышли, значит, нужно подумать, как выйти судьбе навстречу, как расширить свой социум или добавить новых знакомств, если это актуально. Хоть и говорят, что судьба нас найдет, да нет, все-таки судьба еще играет нам в плюс, когда мы сами выходим на эту тропу судьбы. Тогда она нам больше вариантов предложит. И тогда не будет вот этой ситуации, как будто нужно прыгать. Или мы как уже оказались в каком-то тупике. Очень добрая карта, кстати. У кого-то она может говорить, если по части даже взаимоотношений. И вы уже для себя, для тех, кто один или одна, вы решили, что все, я выхожу из этого одиночества, или, может быть, прежние какие-то отношения вы заканчиваете, которые тягостные, которые, ну, и утрачено взаимопонимание, и ничего не меняется, не служат для вас прогрессом, то тут тоже надо решиться. Помните, мои дорогие, ваша задача быть счастливым, оттолкнуться тогда от того, чего я не хочу, быть искренним самим собой. И тогда вполне вероятно, через какое-то общение к вам приходят, может быть, и новые знакомства. Это может быть как через ваших друзей или через ваш социум. Поэтому не отказывайте себе в большем общении. Это точно. Будьте буквально на людях. А для тех, кто в паре, ну, может быть, какая-то семейная ситуация или обстановка, ну, тоже чем-то напоминает паузу. Ну, значит, и уже у нас на пороге что-то новое или какие-то новые варианты. Может быть, у кого-то примириться надо, а вам нужно сделать первый шаг. Так тоже бывает, поссориться из-за какого-то пустяка люди, а потом каждый ждет, кто же первый шаг сделает. Тогда первый шаг, мои дорогие, ну, можете сделать вы. Что же это еще? Правда, вот смотрите, еще одна кубковая карта, и нам говорят о том, что личная жизнь не на последнем месте в феврале. Ну, конечно, у каждого по-своему. Король кубков – это единственная в колоде карта, которая символизирует две энергии, в которых он великий мастер. Первое – по части денег, как заработать деньги или какие-то финансовые вопросы уладить. И здесь тоже вам, ну, какой-то альтернативный вариант будет помогать. Или второе направление – чувства, эмоции, ваша личная жизнь. И силен король кубков тем, что он не смешивает материализм с эмоциями. Ну вот где-то вам такой совет. Но по части, если для тех, кто один или одна, или пусть вы даже в паре, но есть, к примеру, какой-то, ну, такой пробел в ваших отношениях, когда вы не смогли договориться, или наступила какая-то пауза. Может быть, вы общаетесь. Ну, кто знает, может быть, и есть смысл прояснить эту ситуацию. Давайте посмотрим, что же для вас март. Волшебники, мои дорогие, туз жезлов, обратите внимание. И если в этой колоде открытые или закрытые двери имеют значение, как я сказала, то ни по пятерке кубков, ни по старшему аркану повешенной нет дверей. Тут все в вашей власти, в ваших силах. И здесь тоже. Но тут само по себе волшебство. Главное принять решение. Или составить себе, может быть, какой-то план ваших действий. Нам показан маг-волшебник. И обратите внимание, дверь закрыта, но сейчас она словно распахнется от пасов рук. И где-то, обратите внимание, наш волшебник стоит босиком. Материализм он не ставит на первое место. Какая-то идея, желание,
воплощение чего-то. Поэтому будет очень важно оттолкнуться от того, что вы хотите. И если февраль месяц разобраться, чего я не хочу, то следующее, как соединение этих 2 месяцев, чего же я хочу или в каком направлении я готов двигаться. И туз жезлов – это решение и решимость одновременно, сильной энергии. У кого-то проиграются, правда, вопросы денег или личной жизни. Но какое-то ожидание точно должно быть завершено. Тот, кто не успел в феврале, карта предлагает еще раз подумать в марте. Нам показана девушка, но теперь уже женщина. Явно она пришла, когда была молодой, и присела так в надежде, что эта дверь откроется. Увы, дверь заросла плющом, да и женщина успела состариться. Не жди того, кто не придет, или не жди того, кто не откликнется, кто на это просто не способен. Не наделяй людей теми качествами, которые они не имеют. Твоя сила в твоих руках и все твои возможности. Давайте откроем следующую карту. Да, тут самое главное самому с собой где-то проработать. И посмотрите, 9 пентаклей. Есть возможность как и деньги заработать, или найти способы заработка новые. И вы сами уже открываете эти двери. В основном 9 пентаклей – это карта уверенного в себе человека. Я говорю, карта эгоиста. Правда, так оно и проходит иногда. Но по этой карте мы действительно получаем деньги. И поэтому, если какой-то денежный вопрос у вас не решился – вы его сумеете решить каким-то альтернативным путем. Вот это точно. И значит, если деньги задерживались, ну уже в марте наверняка выравнивается ваша финансовая история. По этой карте мы остаемся, вот нам богатый дом показывает, поэтому мы остаемся с каким-то плюсом. Или, может быть, вопросы, которые связаны с переездом, кстати. Тогда переезд нужно продумывать уже в феврале. По крайней мере, какие-то варианты начать рассматривать. И тут по разным причинам. У кого-то это будет связано с работой, у кого-то с обстоятельствами внешними. Выбор – это действительно он есть в вашей жизни. У кого-то это будет выбор по работе. Но помните, вы с чем-то определяетесь, и для вас как пространство или судьба помогает. Вам выйти на эту тропу судьбы нужно, как я говорила, и потом будут открываться новые возможности. Мы должны действовать, мы не должны ожидать чего-то. Сейчас я немножко отодвину эти карты. И давайте мы на второй колоде. С чем это будет связано? Несколько раскроем. Что для вас, стрельцы? Месяц март. Какие энергии, что вы можете ощущать? О, карта сила. Но все то, что я сказала, этот аркан подтверждает. И, кстати, по личной жизни эта карта иногда трактуется как карта женской силы. Мои дорогие девочки, это вы будете очень привлекательны для противоположного пола. Мои дорогие мужчины, есть какая-то женщина, очень важная в вашей жизни. Она может быть кем угодно, она может быть и руководителем, кстати, или каким-то ключевым партнером, может быть и личная жизнь, может быть и бизнес. Но вам захочется с ней общаться, продолжить это самое общение. Но и для всех абсолютно эта карта будет говорить: будь дипломатом, потому что договариваться придется. Искать вот это какое-то, может быть, среднее арифметическое или узкий фарватер, чтобы пройти к своему благополучию и процветанию. Но для тебя нет ничего невозможного. Ведь вот эта лемниската, которая расположена над головой девушки, это как у мага. Тебе все стихии подвластны. Но вот сдерживать себя приходится. Обратите внимание, лев – прообраз нашего эго. Это где-то наши эмоции, которые рвутся наружу. Но о чем говорит карта? Лев подчиняется девушке, потому что не чувствует агрессию. И вы можете со всеми договориться, что бы вы тут себе в план не поставили. Но, будучи дипломатом, нет того вопроса, который бы вы не могли решить или не принять, может быть, какой-то компромисс почетный или Соломоново решение. Для кого-то это будет напрямую действительно связано с недвижимостью, с домом. И по 6 мечей это карта заслуженного успеха. Это как новая концепция. Кто-то может передумать. Собирался в одно место ехать, может быть, в феврале. А здесь какая-то рокировка, может быть, в марте месяце. Или какие-то возможности, горизонты вы для себя видите. Для кого-то из вас эта карта будет говорить о том, что продуктивная работа. Или новая, вот если вы ее не находили, эту работу, я говорила в феврале, или вы искали, может быть, предыдущий период,
то здесь у кого-то может проиграться работа на дому или работа из любой точки мира. Это как изучение новых технологий, может быть, и, кстати, по принцессе такое тоже может быть. И может быть как ремесло. Или, допустим, IT-специальности есть не самые крупные, понятно, не то, когда мы изучаем так базово, академически программирование, а некоторые специальности, когда мы по прохождению курсов можем достаточно быстро получить профессию и приступить к ней. Вот иногда шестерка мечей дает в этом подсказку. И если вам эта сфера интересна, дерзайте, мои дорогие, потому что вас в этом ждет успех. Но мы какой-то период должны пройти сами, словно в темноте. Нам никто не флажками не обозначает эту дорогу, как куда мы идем. Поэтому где-то на ощупь искусство мелких шагов и мужество, безусловно. Потому что в первую очередь мужество должно быть, словно отчалить от прежнего берега. И может быть на этом береге, на берегу точнее, уже как безжизненная пустыня, уже ничего не растет, уже все карты проиграны, все пасьянсы разложены. Ну, вот такой, как партия в шахматы, у кого-то может быть февраль-март. Но эти энергии, они очень благополучны. Вот эти перемены, они добрые. Правда, вам что-то будет нравиться. У кого-то может быть и по части, как и личного проекта, когда вам хочется этим заниматься. Но это все-таки карта вдохновения, принцесса кубков. И это как через творчество ваше вдохновение приходит. Продолжайте, дерзайте. И тогда вот этот кубок, а из него выглядывает рыбья голова. А рыба это у нас прообраз как и материального благополучия, так и перемещений, переездов. Для кого-то из вас это вы ищете работу, связанную с командировками, и вы ее тоже находите. Или работа, опять же, на дому, работа в интернет, или какая-то личная история для вас тоже решается. Причем, я могу сказать, тут будут сбалансированы как и чувства, эмоции, так и материальное благополучие. Вот по королю кубков это как раз и подтверждает тоже карта. Давайте посмотрим, что же момент перехода между прошлым и будущим, к чему все идет. Выход из лабиринта. Вот он, этот самый лабиринт. Мы принимаем решение. По тузу мечей вы можете информацию какую-то получить. Кто-то и предложение, кто-то сам ищет это предложение, возможность. И тогда вы находите. Здесь, правда, будет какой-то, ну, знаете, как вы выходите, может быть, предыдущий период был достаточно сложным, а тут эта путаница завершается. Но, повторюсь, от ваших приложенных усилий. Но абсолютно точно одно. Нечего ждать. Тут нужно решить, и вот эта решимость должна переходить к действиям. К чему все идет? Какое-то время искусство мелких шагов совершенно необходимо или наблюдение. Нам где-то карты говорят, что вы можете быть в центре внимания, за вами словно наблюдают. Вот как этот молодой человек, который наблюдает за мужчиной таким импозантным, который выходит, ну, из дорогого дома. Вы можете быть и в роли мужчины, тогда примите к сведению, да, вот это наблюдение, но это можете быть и вы. И все же этот молодой человек, он так на карте прорисовано, что мы больше чувствуем именно его энергетику. И нам о чем говорят? Наблюдай, куда-то не торопись, не выноси вердикты. У вас тут маг-волшебник. Перед тем, как какие пассы или какие слова нужно сказать, и чтобы эта дверь открылась, нужно что-то очень хорошо продумать. Да, возможность будет, но этой возможностью, это, знаете, как взять мечту. Или суметь, или успеть воспользоваться каким-то нужным моментом. И человек, обратите внимание, он одет никак. Какие-то шорты, кроссовки, кепочка. Но как будто специально затеряться в толпе. И может быть вот для вас такой превратитесь в невидимку словно. Не, может быть, вас кто-то, вот тот, который и наблюдает даже, да, вот по первой карте. Может быть, кто-то будет вас даже расспрашивать или бестактные вопросы задавать. А как у тебя дела в личной жизни? А что у тебя с деньгами? Ну и что-то подобное. Бывают такие персонажи. Но тогда вам нужно скрывать. Это вам помогает. Потому что по выходу из этого лабиринта в первую очередь нужно осмотреться и понять, что происходит вокруг. Вот что-то подобное, как момент перехода. И потом вы переходите к действиям. Тройка пентаклей – шикарная карта на будущее. Любая тройка всегда будущее. И для кого-то проиграется. Действительно, когда вы что-то изучаете,
И в последующем это не ради любопытства было изучение. Вам это будет помогать зарабатывать деньги. Эта карта может свидетельствовать, что вы сдаете какой-то экзамен, получаете документ, сертификат, буквально учитесь и потом экзамен. Но это может быть еще и жизненный экзамен, когда нам нужно на что-то решиться. Но уже это карта будущего. Давайте мы посмотрим, что, от чего вы либо откажетесь. Ну, тут, конечно, вы откажетесь. Смотрите, вы можете находиться словно в какой-то паутине обязательств. Или вы кому-то, правда, пообещали, или подписали документ какой-то, и вы можете чувствовать себя вот в этих рамках ограничений. А на самом деле вы можете выйти из них. Поэтому, если это необходимо, продумайте до мелочей, и у вас получится что-то осуществить. Но будет очень, наверное, немаловажно где-то уже в феврале. Десятка жезлов – это когда мы включились в какую-то многозадачность и сами запутались в ней. Нам показан человек, который толкает дверь стеклянную, а на него никто не обращает внимания, кроме вот этой маленькой девочки. Обратите внимание, оба в шутовских костюмах. Так вот, для этой девочки или тем, кто за вами наблюдает, это не более чем развлечение и игра. Может быть, для кого-то это подсказка будет, мои дорогие стрельцы. А человек, ну, где-то прообраз вас воспринимает это все всерьез. А вот эта девочка наблюдает. Обратите внимание, руки за спиной. Те, кто проходят мимо, они даже не смотрят. Каждый идет в каких-то своих грустных мыслях. А в чем вопрос? Вам нужно открыть эту дверь, но вы ее словно толкаете вперед. Или ждете, когда кто-то вам поможет. А дверь открывается легко, в другую сторону. Ее нужно просто потянуть на себя. Вот для вас некоторая реорганизация вашей жизни. Она совершенно необходима. Может быть, и адаптироваться, как мы с вами сказали, да? Рассмотреться или понимать, что я буду делать дальше. Это тоже важный пункт. Но это тоже какая-то пауза не должна затянуться. Вам нужно открыть эти двери как-то иначе. Или, может быть, отказаться от каких-то обременительных обстоятельств. И самое главное, подумать о самом себе. В чем ваша сила, когда вы будете реалистами? Семерка мечей в этой колоде нам девушка, глядя на дверь, рисует тоже дверь. Но если двери у нас здесь закрыты, а она рисует дверь открытую. Словно верит в силу живописи или в силу каких-то стечений обстоятельств, что что-либо произойдет. И это не есть вот этот туз жезлов, когда конкретно человек имеет намерение, и он имеет какой-то опыт. Здесь больше нет. Нам показывают о том, что могут быть и семерка мечей, как пустые надежды. Избавляйтесь действительно от какой-то ситуации, которая вас вообще дополнительно приводит к какому-то тупику. Или то, что тянется длительное время и все никак не закончится. Может быть, мои дорогие стрельцы, правда у кого-то связано с тем, что вы все время кому-то помогаете. И этот человек уже воспринимает как это ваша обязанность. Или так было всегда, он уже привык. Он сам перестал думать. А ваша задача это прекратить. Или больше уделять, начать, по крайней мере, в феврале месяце мечте своей времени. Чего же я, ради чего я живу, чего я хочу достичь. Потому что по семерке мечей это тоже, ну, знаете, присутствует какой-то обман. И вот чем быстрее вы выйдете из этих иллюзий, или когда буквально вас используют, вот эта дверь, она ведь не откроется, как-то ее тут не рисуй. И поэтому быть реалистом нас призывает эта карта. Безусловно, в чем ваша сила? Когда вы будете правильно подмечать, что происходит вокруг вас. Видимо, Вселенная таким даром вас наделит на переходе февраля и марта 2025 года, когда вы можете правильно оценить обстановку и легко отказаться от каких-то обременяющих либо отношений, либо поменять работу себе с большим плюсом, когда вы и собственную значимость видите, когда и какой-то, может быть, ваш творческий проект продвигается, или вы можете построить карьеру и в конечном итоге вот это самое благополучие получить или сэкономить деньги, если банально даже, да, кому-то вы получали, значит, все карты говорят, пора ставить точку, делать выводы, пришло время. Что же будет дальше? Королева кубков. И в этой колоде для кого-то будет означать, что, к
примеру, если вы один или одна, здесь понимать, конечно, следует, какого партнера вы хотите видеть рядом с собой. Не соглашаться на первый попавшийся вариант. Но это если вы один или одна. Но, тем не менее, мечтать не вредно, но и действия по этой карте, они предусмотрены. У кого-то будет говорить карта о том, что вы можете помириться. Или какая-то ваша прежняя история, все то, что я долго говорила, действительно может быть продолжена. Или отношения переведены на новый уровень. Потому что король кубков и королева кубков иногда говорят о паре. Для кого-то из вас, пусть это отношения с вашими детьми, родственниками, близкими, какая-то концепция, может быть, есть, тогда вам тоже нужно несколько видоизменить эти отношения. Как-то быть реалистом, обратите внимание, королева кубков, она в образе, а вот этот молодой человек, он как будто в реальной жизни. Вот оттолкнуться от того, что же есть реальность и чего хотите вы. Совместить возвышенное и земное. Очень символично, потому что лунные узлы уже в январе месяце поменяли ось. И если прежде это было Овен и Весы, то теперь у нас Рыбы и Дева. И Рыбы – это где-то наши мечты, это наше творчество, это наши планы, это то, чего нам всегда хотелось достичь. Это духовность, безусловно. А Дева – это материализм. Вот возвышенное и земное вам предлагают карты рассмотреть в период февраля-марта. Но самое главное – не поставить себя на второе место, не действовать по старинке. Здесь какая-то идет внутренняя перезагрузка ваша, но и обстоятельства вас тоже к этому подталкивают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.